Доброго времени суток. У нас наступили последние выходные лета. Если где-то на далекой родине это был какой-то такой грустный день, особенно для школьников, то сейчас в Египте у нас начинается бархатный сезон. Жара невыносимая спадает, а это значит, что можно будет отправиться на сафари на неделю, наслаждаться мягким солнцем, пляжем и новым сертификатом моей жены, я надеюсь. Это видео выйдет у вас уже в сентябре, а мы в этот день, возможно, уже отправимся вдвоем на самостоятельное погружение. Так что пожелайте нам удачи и яхой! Третий день, ребята. Пятое и шестое погружение для получения всего лишь одного сертификата, но самого важного и нужного. Именно он дает возможность гордо именоваться дайвером. Пусть пока что начинающим, но все же настоящим. Прекрасное настроение от этого осознания не сможет омрачить даже наш специально приглашенный актер на оранжево-синем автомобиле. Мы просто его не заметим. Отправимся в дайв-центр. За 3 дня это место стало, если не домом, то уж точно местом прописки. Знакомые люди, знакомый пляж, знакомые яхты и такая родная палуба. Шелест волн и потрясающий пейзаж Хургады за бортом. Вы знали, что даже коренные жители этого курортного города единогласно подтверждают факт? Набережная Хургады восхитительна, но только если смотреть на нее со стороны моря. Яхой! Ихаб абсолютно прав, и его задорное настроение будет преследовать нас весь день. Ну или почти весь день. Давайте по порядку. Сначала одеваемся. Если вы думаете, что надеть даже короткий гидрокостюм – простая задача, следите за нашим маленьким дайвером. Костюм должен плотно облегать все соблазнительные формы вашего тела. В первую очередь он должен сохранять тепло, поэтому и узкий, особенно когда новый. Успели одеться до прибытия на риф? Молодцы! Накидываем компенсатор плавучести, маску, ласты, проверяем снаряжение и бегом под воду, где вас уже ждет инструктор и оператор. И в этот момент время будто замирает. Вы уже не турист, вы без 5 минут дайвер. Внимание на учителя, мысленный перевод знаков, и вы под водой. Никогда до этого вам не было так просто и понятно происходящее. Третий день больше про настоящий дайвинг, чем про учебу. Больше про знакомство с обитателями моря, а не про сдачу очередного зачета. Старые друзья уже заждались вас на дне. Наученная безответной любовью и поцелуями Ихаба, желтая пятнистая Мурена спешит задать вам правильный маршрут вдоль рифа. Она знает, что произойдет, если она не будет полезной. Хоть так. И раз уж мы теперь умеем контролировать свою плавучесть, правильный трим и почти не обращаем внимания на наставника, позвольте открыть вам один секрет. Третий день в программе Open Water Diver совсем не обязательный. И при желании и подвешенном языке вы вполне можете получить сертификат за одни выходные. Хотя я вам этого не советую, ведь 5 и 6 погружение направлены на закрепление навыков. Они дают вам больше свободы в знакомстве с подводным миром, позволяют ощутить себя частью чего-то большего, удивительного и волшебного. А еще вы наконец-то ощутите тепло и любовь в море. И это не просто красивые фразы. Тепло для дайвера под водой не менее важно, чем воздух. Любовь и доверие к вашему бади-партнеру, другим дайверам. И, что самое важное, подводному миру всегда взаимны. И сегодня особенно. Мне кажется, что Красное море почувствовало нашу любовь и приоткрыло нам завесу над еще несколькими своими тайнами. Впустило в свои объятия нового жителя. Взгляните только на эту люминесценцию актиний. Я наблюдал это чудо впервые. А кто тут у нас?
Дельфины появились внезапно и проплыли всего в 20 сантиметрах от Людмилы, заставив ее глаза округлиться. Думаю, что именно эта встреча зацепила самые потаенные струны ее души. И вопреки всем запретам, Люда поддалась уговорам и провокациям Ихаба и продемонстрировала нам свой известный хаверинг снова. Ну что, дельфиновые истории продолжаются. Даже эти прекрасные млекопитающие приплыли сегодня Люду поздравить себя с первым сертификатом. Скорее всего, не очень хорошо успел их снять. Но надеюсь, хоть что-то мы увидим. На шагающих утят быть похожими хотят, не зря, не зря. Можно хвостик отряхнуть и пуститься в дальний путь, крича, кря-кря. Ведь природа хороша и погода хороша, ведь не зря поет душа, не зря, не зря. Даже толстый бегемот. А вот вам яркий и доходчивый пример, почему лучше иметь свою личную маску. Зрелище такое себе. Надеюсь, в следующей жизни я не стану прокатной маской для дайвинга. Судьба неутешительная. Да и прыгать с яхты и погружаться в режиме дрифт нашему маленькому дайверу еще рано. Эту науку проходят во время получения второго сертификата – Advanced Open Water. Наше дело на сегодня – совершенствование полученных навыков. И одно из упражнений – трим вдоль морского дна на расстоянии не более 30 сантиметров. Быть оператором на этом занятии – такое себе. Вглядываться в поднятый ил и контролировать расстояние до дна – не мое любимое дело под водой. Надо будет обязательно обучить жену плаванию по лягушачьи. Или, как говорится в дайв-сообществе, плаванию фрогом. Меньше затрат физической силы, меньше потревоженного песка. Практически полное отсутствие утомительных упражнений сегодня радует не только нас с Людмилой. Ихаб тоже пребывает в крайне приподнятом настроении, что он не забывает регулярно демонстрировать. Видите рыбу? Вот и я нет. Но от взгляда нашего учителя не ускользнет ни один подводный ниндзя. Правда, некоторых рыб, старающихся казаться элементами декора, лучше не видеть. Хотя нет, видеть очень даже здорово. Главное, не трогать. Эта рыба-камень больше похожа на меня после срабатывания будильника в понедельник утром. Или ее просто огорчает необходимость оставаться самой ядовитой рыбой на планете со времен юрского периода. Ну не милашка? Стоп! Кто тут милашка? Кто тут ядовитый? Я бы поспорила. Крылатки Красного моря могут похвастаться всеми недостатками нашего угрюмого знакомого. Ей бы еще скорости добавить. Акулы ушли бы на задний план в пищевой цепочке. Но скорость – это скорее к рыбам-флейтам. Воу! Подводные кролики. Да и Ихаб мог бы добавить себе скорости реакции. Так просто рыбу-шар не поймать. А пока мои компаньоны развлекаются и собираются на поверхность, я, в компании рыб-летучих мышей, раздумываю над подарком жене по случаю получения сертификата. Букет из подводных цветов.
Чем не идея? Вот этот цветок хорош. Эй, стой! Ты что это удумал? Ну, не хочешь, как хочешь. Я себе и других найду. Вот эта парочка выглядит многообещающе. И вы туда же. Ну что ж такое. Но этот цветочек еще вообще не вырос. Хорошо, хоть и Хаб предложил альтернативу. Прекрасную морскую раковину. О, нет. Сам отбираю ее у действующего владельца. Видимо, придется по старинке. Вести жену в ресторан. Всплываем. Вот куда мы на поверхности. Чуть больше часа мы тут барахтались. Ну и, собственно, закончили. Сейчас будем ждать от Ихаба подписи нужной для получения заветной бумажечки. Надеюсь, что в следующий раз мы сможем уже с женой погружаться вдвоем. Ой, сейчас высохнем. Немножко погреемся. И пойдем отмечать. В роли небольшой морали скажу следующее. Учитель, как и учебник, не должны восприниматься вами как единственная истина. Каждый человек индивидуален. Каждый несет ответственность за себя. Каждый со временем находит собственные способы и техники для комфортных погружений. Но даю вам слово. Хотите вы того или нет, вы все равно возьмете от вашего учителя многое. Умение, уверенность в своих силах, понимание, как грамотно распределить ваше время в ходе изнурительных погружений и после них. Нет, вы никогда не станете копией вашего наставника. Да это и не нужно. Вы уже взяли от него лучшее. Вы уже стали чем-то большим друг для друга, чем просто учитель и его подаван. Surrounded by light, you'll see what you're missing. You feel a rush inside, just clear your mind and listen. Вы уже победили свой страх. Теперь вы настоящий подводник. А я рад, что смог открыть этот мир еще одному замечательному человеку. И да, мир дайвинга не ограничивается погружением. Добро пожаловать в клуб великолепных людей, у которых даже пиво в гидрокостюмах. Сообщество дайверов даст вам десятки новых друзей, сотни совместных часов ниже и выше уровня моря, миллионы забавных историй и неожиданных событий. Это ли нет? Сегодня завершается одна история, а уже через неделю вас ждет новая. Ведь и вашему покорному слуге есть чему поучиться. С вами был канал Море. До встречи на дне.